Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола, получается даже за последнюю неделю. Неплохо. Я знаю, что вы очень устали уже от этой темы коронавируса, и в своих новостях я постараюсь как можно меньше ее касаться, но, к сожалению, полностью от нее избавиться не получится. Уже традиционно начнем выпуск с новостей от производителей страйкбольной пиротехники. Похоже, StrikeArt прислушались к мнению пользователей и сделали обновленную версию народной гранаты Егерь 2.0. Вместо картонной крышки теперь установлено металлическое кольцо. Оно не намокнет и не оторвется. Все потому, что в производстве используется особо прочная нитка, сделанная на заказ. По заверению производителя, порвать нитку руками нереально. Само кольцо установлено так, что вероятность случайно зацепиться за что-либо сведена к минимуму. Стоит отметить, что новая прочная нитка с марта 2020 года используется во всех изделиях StrikeArt. Отверстия для сброса газа сверху отсутствуют, благодаря чему значительно уменьшился форс при инициации. При этом осталась та же надежная система с 99% сработкой. Без минусов, к сожалению, тоже не обошлось. Обновленный Егерь стоит на 10 рублей дороже обычного, то есть 90 рублей за штуку. С другой стороны, старый Егерь также продолжает выпускаться, и теперь у вас появился выбор: либо доплатить 10 рублей и получить новый Егерь с металлическим кольцом и уменьшенным форсом, либо сэкономить и купить старую добрую версию. Новые гранаты Егерь 2.0, новые бюджетные выстрелы Чекист и пусковые устройства Cortez уже есть в наличии в магазинах. Например, они точно есть в магазине Бабахи и в магазине Airsoft Store. Ссылки я оставил в описании. Интересные новости от Airsoft Store. Если вы помните, они являются официальным дистрибьютором СХС в России. Так вот, с их подачи СХС приступили к разработке шестерней для АЕК-версий СВД. Планируются две версии – стандартные и усиленные. Другой информации пока нет. LCT на своих страницах на Facebook опубликовали несколько фото с производства, на которых еще раз засветили страйкбольные версии карабина ХК-33 и ХК-53. Но, зная LCT, скорее всего, этими фотками они хотели сделать партизанский анонс пулемета ХК-21, приклад и сошки которого видны на краю фото и который как бы случайно не влез в кадр. Для магазинов и оптовиков LCT запустили предзаказ на имитации глушителей для АК-серии с трассерной подсветкой шаров. В качестве трассерной вставки используется новинка от Acetec – компактный трассерный модуль AT2000R. Также LCT собирается продавать собственные трассерные шары красного и зеленого цвета. Вес и цена пока не уточняются. Еще LCT продолжает спамить фотками и анонсами РПК-16. Интересно, что произойдет быстрее? Изобретут вакцину от коронавируса, LCT наконец запустят продажу своего РПК-16, или, может быть, мы увидим в продаже наконец АК-12 от Arcturus. Хотя, судя по тому, что механические магазины от АК-12 Arcturus уже появились в продаже в магазине Airsoft Rus, ждать осталось недолго. Кстати, о Airsoft Rus. Недавно они серьезно расширили ассортимент страйкбольной пиротехники. Сейчас в их каталоге есть продукция от всех возможных производителей сертифицированной страйкбольной пиротехники, которые есть в России на текущий момент. Это StrikeArt, Zevs, Tagin, PyroFX и RAG. Представьте ситуацию. Вы минометный расчет, который ведет огонь из закрытой позиции, то есть цель вы не видите. У вас в поле есть несколько корректировщиков, которые с разных точек наблюдают за целью. Вы делаете выстрел, промахиваетесь и получаете от корректировщиков следующие данные. Может показаться, что прав только первый корректировщик, который находится на одной линии прицеливания с минометом. Но на самом деле данные от всех корректировщиков верны. И каждый корректировщик сообщает информацию со своей точки наблюдения. Ведь очевидно, что в полевых условиях наблюдать придется с любой возможной позиции. Задача минометного расчета — обработать эту информацию и внести правки относительно позиции корректировщика и цели. Ведь очевидно, что разведчик на передовой не будет заниматься никакими расчетами. К чему я сейчас все это рассказываю? Ну, чтобы вы поняли проблематику и специфику стрельбы из миномета с закрытой позиции. И прямо сейчас ребята из компании Tagin решают задачу, как в страйкбольных реалиях минометному расчету быстро и просто делать нужные корректировки.
Их новый миномет прицельно стреляет на 300 метров. Соответственно, такие дистанции серьезно меняют игру и требуют новых инструментов и знаний. Кстати, Tagin уже засветили инструмент, который поможет делать эти расчеты. Называется он Plotting Board и выглядит вот так. Прямо сейчас идут тестовые стрельбы, результаты которых говорят, что если все верно рассчитать, то даже с ветром можно попадать в круг радиусом 10 метров с расстояния 300 метров. Это, конечно, все очень сильно впечатляет, поэтому мы будем следить за новостями и надеяться, что мы все-таки увидим миномет на каких-нибудь страйкбольных играх в этом году. В гонконгском магазине Bang Bang замечена газовая страйкбольная версия американского штурмового карабина времен Вьетнамской войны XM177E2 с алюминиевым прикладом, правильным пламегасителем и фурнитурой МОД 629. Выпускается карабин под брендом DNA, внутри установлена новая газовая система от VFC 2019 года. Судя по описанию, карабин обладает ощутимой имитацией отдачи, при этом начальная скорость вылета шарика 120 метров в секунду. Заявленный ценник 1100 американских долларов. Компания Ars-Arma запустила в продажу чехлы на шлем A19 Core XT в расцветке ATAX FG. Ранее была выпущена модель в расцветке Multicam. Материалы: силовая сетка, кордура и велкро-панели в цвете ATAX FG. Есть и ремиссия. На шлеме есть панели для размещения фонарей, маячков, подсумков или патчей, а также петли и эластичный шнур для крепления проводов, креплений масок и дополнительного оборудования. Для установки чехла на шлем придется снять боковые рельсы и зафиксировать чехол болтами, которые держат подвес. Чехол совместим с баллистическими шлемами формата Obscure Fast Hi-Cut, Obscure Fast Maritime и их аналогами. Размеры L и XL. Представьте, вы компания, которая производит снаряжение. Как понять, ленивые вы или нет? Если вы не производите маски, значит вы ленивые, потому что сейчас только ленивые не производят маски. Я хотел было составить список компаний, которые начали делать маски, но понял, что тайминга выпуска новостей на это не хватит. Поэтому вот вам слайд-шоу из некоторых примеров. Маски, конечно, штука очень полезная, но стоит помнить, что в первую очередь они защищают не вас, а от вас, если вы вдруг болеете. Ну и они сокращают количество касаний руками лица. Если вы хотите защитить органы дыхания, то нужно использовать респираторы с классом защиты минимум FFP2. А лучше FFP3. Будьте внимательны. А в это время на Тайване уже начались продажи спринговой страйкбольной версии снайперской винтовки SV98M от Raptor Airsoft. От стандартной версии SV98 от Raptor новинка отличается только внешкой. Вот несколько фото от одного из первых пользователей этой винтовки. Мастерская M-Customs запустили продажи новых давилок, которые они тестировали весь 2019 год на различных сборках, в том числе на моей ВВД винтовке на Proteus 3. Над названием они долго не думали. Давилка называется как у Евгенича. Помимо нее есть версия мягче, чем у Евгенича, а также еще несколько версий с разной жесткостью и разного цвета. Есть даже давилка телесного цвета, которая называется, простите, суперсосок. По заверению производителя, при правильной установке новые давилки длительное время обеспечивают настильный полет шара. Судя по всему, в моей винтовке установка была правильная. G&G сделали вид, что ничего не было, и еще раз анонсировали серию приводов PRK-9. Если кто пропустил, это очень странные АК с магазинами а-ля 9 мм, но это не Витязь. Первый анонс PRK-9 был год назад на выставке IWA 2019. Мы даже сняли про это видео, и оно есть на нашем канале. ICS на своей странице на Facebook запустили флешмоб, как раз для условий самоизоляции. Предлагается записать самую тактикульную перезарядку вашего страйкбольного привода. Мы решили, а почему бы не поддержать эту движуху, и транслировали все это дело в нашей группе ВКонтакте. Подождите, я не готов, вот теперь можно. Поехали. АПС показали видео с демонстрацией нового компактного привода для CQB со сложным названием Phantom Extremis MK10 AEG. Основной фишкой новинки является предустановленная электроника от Gate. Переключатель настройки режимов огня расположен в шахте магазина. В польском магазине Gunfire были замечены новые модели АК от E&L. Ничего особенного, просто две новые модели с небольшими элементами внешнего обвеса.
Ну и напоследок хочу показать фотку, которую нам прислал наш подписчик. Похоже, это результат самоизоляции, а точнее выстрел ТАК-35, совмещенный с гранатой Егерь от Страйкард. Говорит, она влезла в гранатомет и даже вылетела на 60 метров. Выглядит забавно, но напоминаю, что так делать ай-яй-яй. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. До скорого!